Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Под предыдущим моим видео было два комментария с неожиданно одинаковой просьбой, которые я не могла оставить без внимания, и, не откладывая в долгий ящик, приступила к делу. Для сегодняшней работы мне понадобятся старые джинсы. Это детские джинсы, я их распорола. Боковые швы очень легко распускаются, поэтому я их распорола. Еще мне понадобится вот такая ткань с интересным принтом. Рисунок не совсем тигровый, но вполне подходящий. Это обрезки, оставшиеся после шитья платья. Когда-то шила платье, платье уже давно порезано тоже. Кстати, из этой ткани я шила тапочки. Причем тапочки шились буквально в 2 шва. Кому интересно, я оставлю ссылку под этим видео в описании. Также мне понадобится клеевой флизелин, а также, возможно, я воспользуюсь вот этой декоративной тесьмой. Также из ткани черного цвета я вырезала 2 детали размером 40 на 45. Это у меня сатин. И еще джинсы я порезала вот на такие полоски. Они неровные, зауженные в одном конце. Ну а ткань с рисунком я подготовлю таким образом. Мне нужна длина 45 сантиметров. И я просто обрежу вот эти вот хвосты, таким образом выравнивая только край, не вымеряя ширины ни с того, ни с другого конца. Вот таких обрезков у меня. Здесь вот 3, мне их, наверное, хватит. Ну вот, я вырезала детали достаточной длины, вернее, обрезки, это еще не детали. Вот. А по ширине определимся по ходу работы. Если не будет достаточно, у меня есть из чего вырезать. И дальше клеевую паутинку я укладываю клеевой стороной наверх. На нее я кладу наши обрезки изнанкой вниз, лицом наверх. Вот так вот прямо рядышком я их поскладываю. И дальше горячим утюгом. Но надо постараться, чтобы не припалить нашу верхнюю ткань. И горячим утюгом потом мы все это припечатаем к нашему флизелину. Обработанной утюгом ткани я дала остыть. И теперь я буду резать сначала в тех местах, где наши лоскуты смыкаются друг с другом. Я разрезала наши куски, а дальше я их буду разрезать на полоски, примерно такие, как джинсовые. Ну вот, я нарезала полоски из цветной ткани, они у меня разной ширины, поуже, пошире. И теперь я их буду раскладывать, чередуя джинсовые полоски с цветными полосками, а также чередуя широкий конец с узким концом. И дальше, после того, как я сделала выкладку, и мне это понравилось, я уберу полоски вот так столбиком друг на друга. Я начну сшивать с 2 крайних полосок, прокладывая шов зигзаг по кромке джинсовой ткани, потому что джинсовая ткань у меня будет идти сверху. Детали с настроченными полосками я осноровила, и теперь их размер 38 на 44.
я решила обойтись без дополнительной подкладки, чтобы не прибавлять вес сумки. Она и так двухслойная. И сейчас на одну из этих заготовок надо пришить внутренний карман. Вот деталь кармана я укрепила дублерином, подогнула верхний срез и прошила. Боковые припуски я тоже завернула и заутюжила. И в готовом виде карман у меня 20 на 13, не учитывая припуск на шов. Надо прикинуть, на каком уровне будет карман. Я прикладываю кармашек на заготовку и делаю меточку по нижнему срезу. Теперь от этой метки я выше прокладываю линию. Я прикладываю деталь кармана нижним срезом к этой линии, отстрачиваю, затем, отвернув, заутюживаю и пристрачиваю еще по 3 сторонам. Ну вот, карман на месте. Я сделала еще одну строчку, разделив карман таким образом на 2 отсека. Нижнюю строчку я не стала прокладывать, чтобы на лицевой стороне не создавать лишних строчек. А так вполне нормально. И теперь эти 2 детали мне надо соединить по 3 сторонам. Я соединила обе детали сумки, и вот по такому шаблону со сторонами 3,5 на 3,5 это квадратик я приложила к машинным строчкам и очертила. И вот эти уголки я сейчас срежу. И теперь вот эти припуски мне надо обработать бейкой. Для этого я вырезала полоски ткани. Это тонкая подкладочная ткань шириной 6 сантиметров, сложив вдвое, заутюжила. Теперь я это вот таким образом пристрочу и затем, отогнув, застрочу с другой стороны. Обработала я припуски. И теперь соединяем уголки, разведя припуски в разные стороны. Вот таким образом мы избежим излишней толщины. Сшила уголки и припуски тоже обработала. Ну а теперь займемся ручками. Для ручек я вырезала 2 полоски джинсовые длиной 42 сантиметра, шириной 5 сантиметров. 2 полоски для уплотнения из фланели. Эти полоски такой же длины, 2,5 сантиметра шириной. И 2 полоски ткани с рисунком, также 2,5 на 42. И вот смотрите, фланельку я положила строго посередине и проложила строчку. То же самое сделаю со второй деталью. А дальше ткань с рисунком я наложу на эту заготовку и, завернув вот таким образом края, пристрочу их швом зигзаг. Вот такие классные ручки у меня получились. Они такие упругие. Ширина ручек 3 сантиметра. И продолжим работу уже с самой сумкой. Я нашла середину, пометила булавочкой и в стороны от середины отмерила по 7 сантиметров. Вот так поставила меточки. Дальше я беру ручку и прикладываю к меткам. Вот таким образом.
Дальше я беру обтачку. Она у меня шириной 5,5 сантиметров. Один край я заутюжила и сострочила для удобства. И теперь, наложив сверху на ручки, вместе с ручками я все это сострачиваю по окружности. Обтачка у меня сшивная, и вот этот шов я застрочила на одну сторону. Совмещаю швы, и при пуске сумки и обтачки я их развожу в разные стороны. И все то же самое с ручками я проделываю на другой стороне. Ну вот я отстрочила по кругу, и там, где ручки, я прошлась еще дополнительной строчкой. И теперь, отвернув нашу обтачку и проложив по верхнему краю отстрочку, наши ручки еще раз получат дополнительное укрепление. Ну вот, девочки, сумка из джинсовых полосок готова. Насколько я удовлетворила пожелания моих подписчиц, я не знаю. Надеюсь, все же видео понравилось. Если же вам понравилось видео, поделитесь в комментариях, поделитесь с друзьями. И не забудьте нажать на колокольчик и лайк, мне будет приятно. Это нужно для продвижения канала. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!